Глава 351. Смерть Цзюнься. Услышав это, Хань Ли слабо улыбнулся и тут же объяснил: молодая госпожа Синь неправильно поняла. Этот человек рядом со мной, труп, которого я усовершенствовал. Как только молодая госпожа Синь осмотрит его своим духовным чутьем, ты сама увидишь это. Сказав об этом, Хань Ли прекратил продвижение и подождал, пока Синь Жуинь осмотрит кривую душу своим духовным чутьем. Мгновение спустя Синь Жуинь ответила: «Ах, я ошиблась. Старший Хань, пожалуйста, заходи». Синь Жуинь проговорила это извиняющимся тоном, но Хань Ли не обратил на это никакого внимания. Он лишь с улыбкой полетел вперед на своей лодке божественного ветра. Как только Хань Ли направился вперед, пространство вокруг него изменилось. Перед ним появились бамбуковые комнаты, которые он видел в своем предыдущем путешествии. Перед бамбуковыми комнатами стояли две женщины, Синь Жуинь и ее красивая горничная. Обе они были одеты в белоснежную одежду, в то время как одежда Хань Ли очень удивила их. Вдова Синь Жуинь приветствует старшего Хань. Увидев Хань Ли, Синь Жуинь шагнула вперед и грациозно поприветствовала его. Однако вид ее был настолько изможденным, что это не могло не вызвать подозрения у Хань Ли. «Нет нужды в такой излишней вежливости, молодая госпожа Синь», — вежливо ответил Хань Ли. В этот момент молодая служанка Синь Жуинь также шагнула вперед и поздоровалась с Хань Ли. Хань Ли мельком кивнул ей в ответ. Было очевидно, что Синь Жуинь совсем не хотелось долго с ним церемониться, поэтому она тут же отвела его в одну из больших бамбуковых комнат. Войдя в комнату, Хань Ли был ошеломлен. Рядом с дверью стоял стол с черной мемориальной табличкой со словами «Муж Цзюнься», высеченной на нем большими иероглифами. Рядом с мемориальной табличкой была небольшая благовонная горелка с несколькими зажженными палочками, которые медленно испускали дым. Увидев это, разве Хань Ли мог не понять, что произошло? Хань Ли был удивлен, обнаружив, что Цзюнься действительно погиб. Придя в себя от шока, он слегка вздохнул и приблизился к столу. Вытащив палочку с благовониями, зажег ее и, отдавая свое почтение, положил ее в горелку. «Молодая госпожа Синь, как это произошло?» Сделав это, Хань Ли повернул голову и спросил ее мягким голосом. «Долго рассказывать? Как насчет того, чтобы я все объяснила старшему Хань в другой комнате?» Тихо проговорила Синь Жуинь. В этот момент можно было заметить, что уголки ее глаз покраснели. На данный момент Синь Жуинь была не той умной и проницательной женщиной, которую он запомнил. Перед ним была вдова, убитая горем. Хань Ли молча кивнул в ответ. Затем Синь Жуинь отвела Хань Ли в соседнюю комнату и села. Молодая служанка быстро налила Хань Ли кружку чая. Хань Ли слегка отхлебнул ароматный чай, а затем поставил чашку и произнес торжественным тоном: «Я действительно не ожидал, что через несколько месяцев даосист Ци встретится с неудачами. Небеса действительно любят издеваться над мужчинами. Ах, да, когда даосист Ци и молодая госпожа Синь поженились. Если бы я знал об этом, я определенно отправил бы вам подарок». Синь Жуинь горько улыбнулся в ответ. Не дожидаясь, когда она заговорит, ее служанка ответила от ее имени. «Старший, молодая госпожа моего клана решила добровольно стать вдовой молодого мастера Ци после его смерти». Хань Ли был невероятно потрясен услышанным. «Мэй говорит правду. Я решила стать вдовой от имени молодого мастера Ци», Синь Жуинь подтвердила ее слова, медленно кивая головой в ответ на удивление Хань Ли. «Это...» Хань Ли не знал, что сказать. Молодой мастер Ци одаривал меня безграничной добротой бесчисленное множество раз. Это долг, который нельзя не вернуть. Если бы молодой мастер Ци был еще жив, день свадьбы был бы всего лишь вопросом времени. Теперь я просто делаю то, что должна», — спокойно сказала Синь Жуинь, убирая прядь волос со лба. Хань Ли, естественно, было нечего сказать в ответ. Затем Синь Жуинь рассказала ему о том, как именно погиб Цзюнься. Следуя наставлениям Хань Ли, Цзюнься и Синь Жуинь были очень осторожны и редко выходили на улицу после того, как он покинул их. Однако, через 2 месяца у Синь Жуинь закончились кое-какие крайне важные материалы для исследования формаций, и ей пришлось отправиться в ближайший торговый город. Об этом внезапно узнал Цзюнься. Поскольку он был влюблен в нее, он с радостью предложил отправиться в торговый город вместо нее. Однако они, возможно, не знали, что культиваторы, которых Хань Ли убил, чтобы спасти Синь Жуинь, на самом деле были юниорами одного из величайших кланов культивации государства Юанью, клана Фу. Поскольку несколько юниоров исчезло без причины, клан Фу стал выяснять причины их исчезновения. В результате несколько культиваторов клана Фу, блуждающих поблизости, столкнулись с Цзюнься, который недавно там появился. Если бы Цзюнься был проницательным или достаточно опытным, он бы справился с любой ситуацией, которая возникла. Но, к сожалению, он был слишком наивным и неопытным.
После того, как ему задали несколько вопросов, связанных с исчезновением юниоров их клана, он запаниковал, чем и вызвал подозрения в свой адрес. Они тут же решили схватить его, чтобы продолжить допрос. Естественно, Цзюнься не стал дожидаться, пока его схватят. Используя своими грозными магическими инструментами, которые он имел при себе, ему удалось скрыться. Затем он вернулся в свою резиденцию. Таким образом, Цзюнься навлек на себя неприятности. Культиваторы клана Фу легко смогли отследить его. Однако ограничительное заклинание, которое он поставил вокруг своей резиденции, сумело серьезно навредить и даже убить более 10 культиваторов. Будучи в ярости, клан Фу отправил в его резиденцию культиватора стадии формирования ядра. Спустя полдня свирепой атаки, его защитная формация была разрушена. Однако никто не ожидал, что Цзюнься поспешно заложит еще более свирепую иллюзорную формацию за его первым заклинанием, что позволило ему выиграть немного времени. Таким образом, ему удалось захватить культиватора формирования ядра внутри формации, давая ему возможность сбежать. Естественно, другие культиваторы клана Фу не собирались отпускать его так легко. Хотя Цзюнься смог прорваться сквозь осаду, воспользовавшись остатками своего заклинания, он все равно получил смертельные ранения, а его слуга умер. Затем он еле добрался в резиденцию Синьчжуинь, где и издал последний вздох. Клан Фу не знал об этом и стал усиленно искать его повсюду. Кроме того, они направили экспертов для наблюдения за его резиденцией. Это были именно те два человека, старик и юноша, которых недавно убил Хань Ли. Услышав рассказ Синьчжуинь, Хань Ли почувствовал горечь в своем сердце. Хотя Хань Ли не был близким другом с Цзюнься, он все знал, что он довольно приличный человек. Он умер таким молодым. Этот мир поистине слишком жесток. Ах, старший Хань, должно быть, приехал сюда для древней транспортной формации. Закончив рассказ, Синьчжуинь вдруг опомнилась и сказала это. А это дело не очень срочное. Хань Ли смутился. В конце концов, ее муж только что умер. Это неподходящее время для разговора об этом. Я недавно восстановила транспортную формацию и смогу закончить ее через месяц. Продолжила Синьчжуинь, не обращая внимания на Хань Ли. Правда. Хань Ли не мог скрыть радость от услышанного. Да, это так. Мало того, что я смогла восстановить транспортную формацию, у меня также есть две вещи, которые нужно передать старшему Хань. Спокойно сказал Синьчжуинь, вынув из своей сумки для хранения 2 нефритовых ящика и положив их на стол. Что это? Удивленно спросил Хань Ли. В одной из коробок находится наработки Юнься, набор инструментов для усовершенствования, который принадлежал моему мужу. В другой коробке большое количество книг о формировании заклинаниях и мой опыт создания заклинаний. Надеюсь, что старший Хань примет эти предметы, тихо проговорила Синьчжуинь. Сердце Хань Ли вздрогнуло. Взглянув на 2 нефритовые коробки, он со спокойным выражением лица посмотрел на Синьчжуинь и спросил: «Чего ты хочешь, госпожа Синь? Почему ты решил отдать мне такие драгоценные вещи? Скажи прямо». Голос Хань Ли прозвучал очень холодно. «Я даю эти предметы в подарок старшему Хань в обмен на обещание». Синьчжуинь не избегала взгляда Хань Ли. На его лице была непоколебимая решительность. Обещание. Хотя Хань Ли догадывался того, что она хочет, он все же спросил. Если старший Хань в один прекрасный день достигнет стадии формирования ядра, я бы хотела, чтобы старший Хань полностью уничтожил клан Фу государства Юанью во имя меня и Цзюнься. Голос Синьчжуинь звучал так же холодно, как лед, замороженный в течение многих лет. Когда Хань Ли услышал это, обида, содержавшаяся в ее словах, заставила даже его сердце вздрогнуть. Глава 352. Обещание. Хань Ли не стал сразу соглашаться или отказываться. Вместо этого он сдвинул брови и молча опустил голову, взвешивая все за и против. По правде говоря, Хань Ли не хотел соглашаться на это. Сейчас Хань Ли не проявлял особого интереса к созданию ограничительных заклинаний и техникам усовершенствования инструментов. Только после того, как он успешно достигнет стадии формирования ядра, у него будет время заняться этим. Кроме того, он не желал провоцировать огромный клан культиватора без причины, не говоря уже о том, что у него не было возможности сделать это. «Я понимаю, что эта просьба слишком тяжелое бремя, но у меня нет другого выбора», — мрачно улыбнулась Синьчжуинь. «Смерть старшего брата Ци из-за клана Фу — это моя вина. Если я не отомщу за своего мужа, тогда я не увижу его после смерти. Я бы предпочла отправиться в ад», — умоляюще прошептала Синьчжуинь.
Когда Ханли услышал, как она сказала «после смерти», он невольно вскинул брови, словно что-то придумал. Внезапно он поднял голову, внимательно посмотрев на лицо Синь-Жуинь, чем сильно удивил ее. «Что-то не так с твоей кожей. Позвольте мне взглянуть на твои вены», — уверенно сказал Ханли. В ее глазах вспыхнул странный блеск. Поколебавшись какое-то время, она протянула ему свое изящное запястье. Ханли приложил 2 пальца к ее запястью и запустил в ее тело нить духовной ци. Вскоре выражение лица Ханли стало неприглядным. «Ты знаешь, что твои кровеносные сосуды полностью засохли? Если не обратить на это внимание, ты умрешь в течение 2 лет». Холодно сказал Ханли, убрав руку. Синь-Жуинь слабо улыбнулся в ответ на утверждение Ханли. «Конечно, я знаю об этом. Как я мог не знать все о своем теле? Мое телосложение — крик дракона, мужское тело, по ошибке рожденное женщиной. Если кто-то с таким телосложением будет усиленно культивировать, их меридианы постепенно отмирают, сокращая продолжительность жизни. Прожить так долго для меня уже удача. Изначально я надеялся найти древнюю формулу для лечения этой болезни. Однако я потерпела неудачу, потратив впустую множество духовных растений, которые мне приносил старший брат. Печально проговорила Синь-Жуинь. «Молодая госпожа». Горничная Синь-Жуинь невольно вскрикнула от грусти за свою госпожу. «Ничего, Мэй. Я скоро увижу старшего брата Ци. Это именно то, чего я хочу». Синь-Жуинь пыталась утешить свою служанку. Выражение лица Ханли стало мягким, по какой-то неизвестной причине он действительно почувствовал жалость к ней. Но, к сожалению, Ханли ничего не мог поделать с странной болезнью Синь-Жуинь, и ему оставалось только наблюдать за тем, как ее жизнь и красота увядали. Поскольку старший Хань теперь знает об этом, он должен понять, почему я так поступаю. Хотя старший Хан сейчас только на стадии заложения фундамента, ты единственный человек, который знаком и со старшим братом Ци, и со мной, и у которого есть шанс отомстить за него. Я не требую, чтобы ты поклялся. Мне нужно всего лишь обещание, тогда я смогу спокойно умереть. Синь-Жуинь вернулась к своему прежнему спокойному поведению и совершенно беззаботно упомянула о мести. Ханли почесал нос, поскольку он оказался в довольно щекотливом положении. Задумавшись на мгновение, он внезапно спросил, а как насчет других членов клана Ци? Клан Ци? Они всего лишь обычный клан в государстве Юанью. Разве они могут осмелиться оскорбить клан Фу? Кроме того, старший брат Ци был внешним учеником, изгнанным из секты. Так что их это не касается. Об этом я узнала от безымянного мастера заклинаний. Он был свободным культиватором, который уже давно скончался. Синь-Жуинь тут же поняла, что означал вопрос Ханли, и объяснила ему статус Ци-Юнься. Ханли успокоился. Он действительно подумал, что у этой женщины есть другой выбор. Хорошо, тогда я могу дать молодой госпоже Синь это обещание. Однако я буду действовать только тогда, когда у меня будет возможность сделать это. Если такая возможность не появится в моей жизни, не будешь ли ты жалеть об этом? Поразмышляв какое-то время, Ханли глубоко вздохнул и ответил тяжелым голосом. Этого будет достаточно. Пока ты можешь дать мне надежду, я буду спокойна. Позволь заранее поблагодарить старшего Хань. Синь-Жуинь улыбнулась в ответ, в этот момент ее лицо стало невероятно красивым. При ее красоте Ханли был ошеломлен. Но затем он покачал головой и провел рукой по столу. В этот момент 2 нефритовых коробки исчезли со стола и оказались в его сумке для хранения. Поскольку тебе требуется еще 1 месяц для восстановления транспортной формации, мне придется снова тебя побеспокоить через месяц. А сейчас мне пора. Неторопливо сказал Ханли, когда встал. Сейчас у него было достаточно дел. Я очень благодарна старшему. С уважением проговорила Синь-Жуинь, не уговаривая Ханли остаться. Таким образом, Ханли направился в торговый город секты Небесной Звезды с кривой душой на борту. Через день Ханли прибыл в окрестностях торгового города. Надев на себя плащ, чтобы скрыть свое лицо и личность, он вошел в торговый город, прихватив с собой кривую душу. Гуляя по улицам торгового города, Ханли был поражен количеством культиваторов, которые торговали и беспрестанно сновали вокруг. Если сравнивать с его последним визитом, здесь стало в несколько раз больше культиваторов. В дополнение к суетливой атмосфере в городе также можно было встретить несколько культиваторов стадии заложения фундамента. Задумавшись на мгновение, глаза Ханли вспыхнули задумчивостью. Но он тут же отбросил эту мысль на потом и направился к магазину магических инструментов, в котором он побывал в своем предыдущем путешествии. У него было несколько материалов, которые можно было усовершенствовать в полезные магические инструменты, тем самым увеличив свои силы. Этот магазин выглядел точно так же, как и в прошлый раз.
Даже его громкая вывеска ничуть не изменилась. С легкой улыбкой на губах Хань Ли вошел в магазин. Но то, что он увидел внутри, заставило Хань Ли нахмурить брови. В крошечном магазине находилось 6 человек, часть из которых сидела, другие стояли. Когда Хань Ли вошел, они все, естественно, уставились на него. При виде этого Хань Ли окинул их холодным взглядом. В ответ они сразу же опустили головы. Как культиваторы стадии конденсации ЦИ, они никогда бы не посмели бы оскорбить Хань Ли, который был культиватором в стадии заложения фундамента. Но один человек с дьявольским выражением лица, сидящий в кресле, смотрел на Хань Ли без малейшего намека на страх. Хотя он был только на ранней стадии заложения фундамента, он не отводил от него взгляда. Хань Ли не обратил на него никакого внимания и подошел к двум болтающим сотрудникам магазина. «Владелец магазина Сюй здесь?» — спокойно спросил Хань Ли толстого человека, которого звали Дахэй. «Старший, который?» В голосе этого человека были сомнения. Хань Ли вздохнул и достал когти черного дракона, показывая их ему. Он показал ему магический инструмент, который создал хозяин магазина. Он не мог их не узнать. «А это вы?» «Я сейчас позову мастера». Глаза толстого человека тут же засветились, когда он увидел когти черного дракона, как и ожидал Хань Ли. Он тут же извинился с широкой улыбкой и поспешно направился на задний двор. Увидев, что Хань Ли был знакомым владельца магазина, другие переглянулись между собой в шоке. Однако никто не осмеливался побеспокоить Хань Ли. Вскоре после этого седовласый владелец магазина приветствовал Хань Ли с сияющей улыбкой. В своей последней поездке Хань Ли оставил ему множество редких материалов. Естественно, старик запомнил его и искренне был рад видеть его снова. «Я очень польщен, что старший снова посетил мой магазин. Старший снова хочет усовершенствовать магические инструменты». Обменявшись несколькими любезностями, старик нетерпеливо спросил о намерениях Хань Ли. Хань Ли слегка улыбнулся и намеренно прошелся взглядом по другим культиваторам внутри магазина. «Вот я старый дурак!» — воскликнул владелец магазина Сюй. Он сразу же понял, что имел в виду Хань Ли. Затем он пригласил на задний двор и повел его за собой. Остальные не осмеливались ничего сказать, кроме того человека с дьявольской внешностью, который фыркнул от недовольства. Он был действительно раздражен тем, как к нему относились здесь по сравнению с Хань Ли, хотя он тоже культиватором в стадии заложения фундамента, который пришел в этот магазин для усовершенствования магических инструментов. В ответ на фырканье того человека Хань Ли бросил на него ледяной взгляд. В результате убийственная аура Хань Ли поразила остальных культиваторов, которые были здесь. Этот единственный взгляд мгновенно заставил того человека почувствовать, как будто все его тело превратилось в кусок льда. На его лице сразу же появился ужас. Заметив, что выражение лица того культиватора изменилось, Хань Ли не придал этому особого значения, а вместо этого отправился на задний двор вместе с кривой душой. В тот момент Дахэй ловко шагнул вперед и извинился перед остальными, пытаясь успокоить их недовольство. Старший принес еще материалы. Как только Хань Ли и кривая душа оказались на заднем дворе, владелец магазина Сюй с легким удивлением взглянул на кривую душу, а затем задал этот вопрос Хань Ли. Глава 353. Павильон звездной пыли. Хань Ли слегка улыбнулся, видя нетерпение старика. Он тут же достал заполненную материалами сумку для хранения и перевернул ее вверх дном. Неожиданно вспыхнул белый свет, и материалы Хань Ли, которые он приобрел от белого паука и демонического богомола, высыпались на землю. Это владелец магазина присел на корточки, подобрал нижние конечности белого паука и принялся внимательно осматривать их. На его лице было явное недоумение. Хотя старик был специалистом по усовершенствованию инструментов, он не очень разбирался в редких, странных насекомых. В результате, даже если он смог увидеть, что материалы были необычными, он по-прежнему был очень озадачен. Хань Ли улыбнулся на мгновение и объяснил ему все. Большинство из этих материалов представляют собой конечности панцирь белого паука. Есть также крылья и передние конечности огромного демонического богомола. Они оба были свирепыми высокоранговыми демоническими зверьми. Что касается богомола, то это был 4-ранговый, исключительно сильный демонический зверь. Я надеюсь, что вы сможете правильно использовать эти материалы. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы заполучить их. Материалы, полученные от демонического зверя 4-го ранга. Седовласый старик изумленно вскрикнул, погружаясь в экстаз. Не говоря уже о демонических зверях 4-го ранга, даже демонические звери 2-го ранга редко встречались. Верно, господин владелец магазина Сюй.
Однако на этот раз у меня есть конкретный запрос на то, что нужно сделать из них. Я разрешу вам работать с ними, если вы сможете выполнить мою просьбу. Оплата будет осуществляться так же, как и раньше. Если есть какие-либо материалы останутся, вы можете использовать их по своему усмотрению, спокойно сказал Хань Ли. Старший, пожалуйста, успокойтесь. Независимо от того, что вы хотите, я выполню все. Я потратил всю свою жизнь на усовершенствование материалов, так что я в состоянии лично усовершенствовать такие высокоранговые материалы. Хозяин магазина поднял клешню демонического богомола и фанатично взглянул на нее. Хань Ли был удивлен, видя такое выражение на его лице, но он немного успокоился. Затем он почтительно сказал: «Магические инструменты, которые я хочу, довольно необычны. Я желаю, чтобы вы усовершенствовали лапы паука в набор атакующих магических инструментов. Что касается богомола». Через 2 часа Хань Ли и Кривая Душа покинули магазин для усовершенствования инструментов. Когда владелец магазина Сюй осмотрел материалы, они пришли к общему соглашению. Несколько дней спустя владелец магазина закончит подготовку к техникам усовершенствования, а Хань Ли вернется со своими материалами, чтобы официально начали процесс усовершенствования. Но на данный момент у Хань Ли была возможность прогуляться по всему городу. Его подозрения были окончательно подтверждены во время этой прогулки. Оказалось, что новости о поражении государства Юэ и их 2 союзных стран распространились и в государстве Юанью. Независимо от того, были ли они из клана культиваторов или нет, все люди в государстве Юанью чувствовали некоторую неопределенность, которая сулила им большие трудности. Именно по этой причине в город стекалось огромное количество культиваторов. Многие даже приносили свои редкие сокровища, чтобы обменять их на крайне необходимые предметы, тем самым увеличивая свою магическую силу, чтобы хоть как-то избежать предстоящей катастрофы. Буквально за несколько дней во всех торговых городах в государстве Юанью начали распространять новости о драгоценных магических инструментах, пилюлях и других подобных предметах. Именно это привлекло такое большое количество культиваторов. Естественно, Хань Ли не мог упустить такую прекрасную возможность. С такими мыслями Хань Ли начал ходить по разным магазинам. Как и ожидалось, на продажу было выставлено гораздо больше высокоранговых товаров, чем раньше. Но, к большому удивлению Хань Ли, среди них было очень мало магических инструментов высшего ранга. Однако Хань Ли не особо нуждался в них. Сделав большой круг по магазинам, Хань Ли купил несколько необычных лекарственных ингредиентов, которых раньше не видел. Больше для него не было ничего интересного. Затем он направился к сердцу торгового города, павильону Звездной Пыли. Поскольку Хань Ли побывал в нескольких торговых городах, он знал, что если он хочет купить лучшие товары, ему придется пойти в более крупные, более внушительные магазины. Только у них была бы возможность приобретать качественные товары. Хотя в мелких магазинах действительно можно было встретить несколько достойных предметов, их нельзя было сравнивать с коллекцией большого магазина. Не так давно он приобрел много высокоранговых предметов в павильоне 1000 сокровищ долины Желтого Клена. С этой мыслью Хань Ли повел Кривую Душу к павильону Звездной Пыли, огромному 100-метровому зданию. На входе Хань Ли чуть было не потерял дар речи. Это было потому, что на первом этаже было более 30 культиваторов. Все они стояли вокруг витрин, разговаривая с работниками магазина. Ни один человек не заметил Хань Ли. Хань Ли почесал затылок и рассеянно подошел к прилавку, оглядывая по сторонам весь холл первого этажа. Рядом с прилавком стояли 3 культиватора стадии конденсации ЦИ. Один из них постоянно размахивал белым флагом формации, разговаривая с сотрудником магазина, что-то недовольно бормоча себе под нос. Сотрудник павильона Звездной Пыли, похоже, не возражал. Он объяснял все с широкой улыбкой на лице. Однако, когда эти культиваторы увидели приближающихся к ним Хань Ли и Кривую Душу, они сразу же замолчали. Было ясно, что они очень опасались незнакомых культиваторов. Когда культиватор, держащий флаг, увидел, что Хань Ли подходит к ним, он поспешно вытащил несколько десятков духовных камней, передал их сотруднику магазина, а затем тут же поспешил уйти вместе со своим другом. Хань Ли мрачно посмотрел на них, когда они уходили. Он был немного в недоумении, но через мгновение служащий магазина вежливо обратился к Хань Ли: «Старший, мои самые искренние извинения. Поскольку это первый этаж, я боюсь, что здесь нет ничего интересного для вас. Если старший по-настоящему хочет найти подходящие предметы, вам лучше подняться на 3-й этаж. Эти этажи специализируются на обслуживании высокоуровневых культиваторов». Услышав это, Хань Ли был немного удивлен, но вскоре он пришел в себя и равнодушно спросил: «Не могли бы вы рассказать мне поподробнее о павильоне Звездной Пыли?» Сотрудник немного удивился, но тут же почтительно согласился: «Конечно.
Поскольку вы первый раз в нашем павильоне, я, естественно, расскажу вам о нашем павильоне звездной пыли. В нашем павильоне в общей сложности 9 этажей. Первые 7 открыты для всеобщего посещения, а последние 2 закрыты от посторонних. Первые 3 этажа предназначены для низкоуровневых культиваторов стадии конденсации ЦИ. С 4 по 6 этажи предназначены для таких же высокоуровневых культиваторов, таких, как и вы сам. Что касается 7 этажа и выше, они обслуживают культиваторов в стадии формирования ядра. Сотрудник дал краткое описание магазина. Ханли кивнул головой и безмолвно направился к лестнице на 2 этаж. 2 и 3 этажи были немного меньше первого, но обстановка их явно была более роскошной. Казалось, что чем выше, тем ценнее были продающиеся предметы. С этой мыслью Ханли быстро прошел через 2 и 3 этажи, направившись на 4 этаж. Изначально он думал, что пойдет сразу на 6. Молодой рыжий слуга преградил ему путь. Согласно правилам магазина, сначала вы должны получить одобрение сотрудника с 5 этажа, прежде чем вы сможете подняться на 6 этаж, сказал молодой сотрудник. Хотя он был только культиватором стадии конденсации ЦИ, он нисколько не боялся Ханли, который был культиватором стадии заложения фундамента. Ханли нахмурил брови и направился в главный зал 5 этажа, ничуть не рассердившись. Хотя главный зал был невелик, там было несколько привлекательных молодых женщин-сотрудников. Когда вошел Ханли, мужчина и женщина вели оживленную беседу. На вид мужчине было около 35, выглядел он совершенно обычно. Женщине, кажется, также было около 40, но она по-прежнему была очень привлекательной. С легкостью можно было сказать, что в молодости она была непревзойденной красавицей. Хотя оба они были культиваторами стадии заложения фундамента, Ханли был удивлен, увидев, что женщина была поздней стадии. «Господин Даосист, вам нужна помощь». Когда женщина средних лет увидела, что Ханли вошел, она повернула голову и улыбнулась ему очаровательной улыбкой. Ее голос звучал так мелодично, как будто был предназначен, чтобы успокаивать всех, что его слышал. «Я хочу купить несколько действительно ценных предметов. У вас есть такие предметы? Меня не волнует, это магический инструмент, талисман или что-то еще». Услышав, что тон Ханли был довольно высокомерным, мужчина с легким удивлением взглянул на него. «Хех. Если господин Даосист действительно хочет купить высокоранговые товары, то он пришел по адресу. Если у вас есть достаточное количество денег, мы сможем удовлетворить все ваши желания», хотя женщина средних лет была уже не молода, ее смех был столь же очаровательным, как у молодой женщины. «Поскольку вы хотите купить высокоранговые товары, вам придется подождать, пока я подберу несколько для вас», проговорила женщина с сияющей улыбкой на лице. Затем она повернула голову и отдала команду с серьезным выражением лица. «Фиолетовый лотос обслужит 2 этих уважаемых гостей». «Конечно, мадам», — почтительно ответила горничная, стоявшая за женщиной. Когда женщина средних лет вышла, горничная налила чашку чая Ханли и человеку, который изначально был здесь. Глава 354. Мадам Лань. Ханли и тот человек сидели по разные стороны квадратного стола. Они взглянули друг на друга, но ни один из них не собирался говорить. Культиваторы, приезжавшие сюда ради покупок, не смели слишком близко подходить к незнакомцам, поскольку это вызывало только враждебность. Несмотря на это, человек бросил еще несколько любопытных взглядов на кривую душу, который оставался на лестнице. Он видел, что кривая душа был усовершенствованный труп, но колебания духовной ци, которые он ощущал из его тела, озадачили его. В конце концов, усовершенствованные трупы обычно не могли обладать такой огромной силой, именно поэтому они не могли использовать магическую силу. Этот человек с трудом подавил желание расспросить об этом Ханли. Хотя Ханли был культиватором на средней стадии заложения фундамента, как и он сам, он был довольно осторожен в его отношении. После того, как Ханли выпил большую часть чая, женщина наконец вернулась в главный зал. На этот раз вместе с ней пришло 2 крепких, сильных мужчин. Оба эти человека не обладали никакой магической силой и имели довольно суровые лица. Неожиданно оба они оказались чрезвычайно реалистичными марионетками. Куклы держали огромный поднос, завернутый в пучок шелковой ткани. Казалось, что она намеренно скрывала драгоценные предметы. Странное выражение промелькнуло в глазах Ханли. Он захотел использовать свое духовное чутье, чтобы узнать, что находится под этой шелковой тканью. Однако он не ожидал, что эта шелковая ткань заблокирует его. Из-за своего удивления он невольно взглянул на человека рядом с ним. Тот также был удивлен. Было очевидно, что он сделал то же самое.
Женщина средних лет подошла к Хань Ли и мужчине, затем она безмолвно улыбнулась и заговорила: «Я уже имела честь познакомиться с вами, господин даосист Фань, как ваше имя?» «Моя фамилия Лань». «Вы можете называть меня мадам Лань», — вежливо проговорила она. Естественно, Хань Ли молчать было неловко, поэтому он неохотно сказал: «Моя фамилия Хань». Затем он ничего не сказал, а сделал холодное выражение лица, не желая говорить дальше. Мадам Лань не обратила на это внимания. В конце концов, подавляющее большинство культиваторов, которые пришли сюда, притворялись хладнокровными, как и Хань Ли. Она уже давно привыкла к этому. Поэтому она слегка улыбнулась и поманила стоявших позади нее кукол к себе. Эти великолепные марионетки немедленно пошли вперед. Затем мадам Лань взмахнула пальцем и подняла красный шелковый материал, открывая предметы под ним. Хань Ли и человек по имени Фань одновременно взглянули на предметы, находившиеся на подносе, и их глаза блестели от пристального внимания. Длинный меч, короткий клинок, метательный дротик, кольцо и кусок брони, черный как смоль, лежали в линию. С одного взгляда на каждый из этих предметов было понятно, что это были необычные вещи. Как только волшебные инструменты стали доступны их взору, у Хань Ли и человека по имени Фань по-разному отреагировали на них. Фань пристально вглядывался на поднос, в его взгляде можно было прочесть большую заинтересованность. Но когда Хань Ли взглянул на них, он тут же отвернулся, изображая, что ему это было неинтересно. Это очень удивило мадам Лань, заставив ее обратить пристальное внимание на Хань Ли. Это холодный кристаллический клинок, он был усовершенствован с использованием редкого глубоководного кристалла и ледяного нефрита. Он обладает не только мощными атаками, а также способен испускать темную, холодную ци, которая может уменьшать магическую силу врага во время битвы. Это действительно высококачественный предмет среди магических инструментов высшего ранга. Женщина спокойно представила предмет, ловко схватив прозрачный, сверкающий короткий клинок с подноса и подняв его в воздух. Затем она взмахнула магическим инструментом, и он тут же выпустил немного ледяной ци. Как только она появилась в комнате, горничные стадии конденсации ци начали непроизвольно дрожать. «Может ли мадам Лань позволить мне взглянуть на этот клинок?» Человек по имени Фань взволнованно посмотрел на это магический инструмент. Мадам Лань слегка улыбнулась в ответ и немедля передала ему клинок. Затем она взглянула на Хань Ли. Она увидела, что Хань Ли по-прежнему был с равнодушным выражением лица. Он опустил голову, взглянув на пустую чашку чая в руке. Поскольку он не проявлял ни малейшего интереса к этому магическому инструменту, мадам Лань почувствовала себя немного разочарованной. Когда человек по имени Фань осмотрел короткий клинок, он сказал: «Хорошо, я хочу купить этот холодный кристаллический клинок. Сколько духовных камней он стоит?» Хотя мадам Лань была несколько удивлена, услышав это, она спокойно спросила: «Разве господин даосист не намерен осмотреть другие магические инструменты?» «В этом нет нужды. Я знаю, что другие предметы наверняка будут лучше, но боюсь, что у меня не хватит на это средств. Я считаю, что этот клинок — единственное, что я могу себе позволить купить. Поэтому, даже если другие предметы лучше, я не хочу знать об этом. Таким образом, я могу избежать зависти», довольно честно, с ноткой юмора проговорил этот культиватор. Красивая мадам Лань подняла руку, чтобы скрыть слабую улыбку. Женщина быстро подавила свою улыбку и ответила ровным тоном: «Этот клинок стоит 800 духовных камней. После того, как господин даосист передаст мне эту сумму, он может взять предмет и уйти». «Хорошо. Вот, можете взять и пересчитать, верное ли здесь количество духовных камней». Фань достал сумку для хранения. В мгновение ока на стол высыпалась куча разноцветных духовных камней. Мадам Лань взглянула на стол и сказала: «Как я могу не доверять вам? Нет необходимости проверять». Сказав это, женщина взяла свою сумку для хранения и перенесла эти духовные камни в нее. То, что сделала мадам Лань, произвело очень благоприятное впечатление на культиватора Фань. Он добродушно взглянул на нее и ушел. Когда Хань Ли увидел это, он внутренне засмеялся, сохраняя при этом безразличное выражение на лице. «Что вы подразумеваете под «нет необходимости проверять»? А что же духовное чутье?» Разумеется, духовное чутье мадам Лань намного сильнее, чем у обычных культиваторов, так что она смогла мгновенно подсчитать количество духовных камней. Это было очень удобно и действительно производит благоприятное впечатление, с внутренней усмешкой подумал Хань Ли. Мадам Лань не поняла, что Хань Ли заметил ее дешевый трюк. Проводив культиватора Фаня взглядом, она снова посмотрела на Хань Ли. «Господин даосист Хань, похоже, что вы не интересуетесь этими вещами. Может быть, эти магические инструменты не заслуживают вашего внимания?» С легкой улыбкой спросила мадам Лань. Это было довольно странно.
Она прекрасно знала, что человек перед ней имеет более низкий уровень культивации, но по какой-то неизвестной причине она чувствовала исходящую от Ханьли опасность, в результате она стала еще более тактичной по отношению к нему, не осмеливаясь оскорбить его. Хотя качество этих магических инструментов довольно приличное, я ищу немного более исключительные. Также они должны хорошо подходить к моим техникам. Кроме того, я не только ищу магические инструменты и талисманы, но и меня интересуют редкие предметы, спокойно ответил Ханьли. Ох, если у даосиста Хань есть какие-то пожелания, вам следовало сказать об этом раньше. Я решила, что вас могли бы удовлетворить такие предметы, которые я предложила господину Фань, хихикнула мадам Лань. Затем она продолжила говорить с большой уверенностью. Спрос рождает предложение. Если вы сможете заплатить нужную цену, наш павильон звездной пыли предоставит все предметы, которые вы пожелаете. Хань Ли сухо рассмеялся и сразу ответил вопросом: поскольку мадам настаивает, я скажу об этом прямо. Есть ли в вашем павильоне какие-либо формулы-таблетки, полезные для культиваторов в стадии заложения фундамента или какие-либо наборы магических инструментов? Естественно, чем больше число в наборе, тем лучше. Женщина слегка удивилась, но тут же успокоилась. Мадам Лань взглянула на Ханьли своими прекрасными глазами, прежде чем сказала: «Ваша просьба довольно необычна. Если бы это было полмесяца назад, я, возможно, ничем не смогла бы вам помочь. Но теперь мой павильон приобрел 2 формулы таблеток и набор высококачественных магических инструментов. Эти предметы стоят довольно дорого. Я не могу вам продать их, об этом вам лучше поговорить на 6-м этаже». Ханьли ожидал, что женщина скажет именно это, и равнодушно спросил: «Тогда я могу подняться на 6-й этаж?» Мадам Лань слегка рукой по волосам и нежно улыбнулась: «Конечно, можете. Но в соответствии с правилами секты, я должен сначала проверить квалификацию даосиста». «Какую квалификацию?» — спросил Ханьли от неожиданности. «Это очень просто. Обладаете ли вы 1000 духовных камней или предметами эквивалентной ценности?» — серьезным тоном заявила женщина. «Этого достаточно». Без каких-либо возражений Хан Ли достал сумку для хранения, содержавшую его духовные камни, и показал их женщине. Количество духовных камней Хань Ли достигло 1000 лет несколько лет назад. Теперь у него должно быть около 2000 духовных камней. Мадам Лань взяла сумку и осмотрела ее своим духовным чутьем. Затем она кивнула головой и сказала: «Пожалуйста, следуйте за мной. Я лично провожу вас на 6-й этаж». Когда Хань Ли увидел, что она направилась к лестнице, он молча последовал за ней. Молодой слуга в красной одежде, охранявший лестницу, молча отошел в сторону, увидев приближение мадам Лань. Затем Хань Ли и мадам Лань один за другим поднялись на 6-й этаж. Глава 355. Красные теневые иглы. Честно говоря, Хань Ли очень интересовал продавец 6-го этажа. Если продавец 5-го этажа был культиватором поздней стадии заложения ядра, то неужели продавец 6-го этажа культиватор формирования ядра? Хань Ли был немного взволнован. Затем Хан Ли взглянул на молодую, 17-летнюю девушку, которая стояла позади мадам Лань, и была слегка удивлена. Молодая девушка была одета довольно просто, но внешность ее была определенно выше среднего. Однако эта молодая девушка была простой смертной, у нее не было ни капли магической силы, чтобы быть продавцом с 6-го этажа, так что это превзошло все ожидания Хань Ли. Но больше всего его удивила реакция девушки, когда она увидела, что мадам Лань поднялась на 6-й этаж. Она внезапно вскрикнула: «Тетушка Лань! Тетушка Лань!» Это прозвучало довольно нежно. Но когда она увидела Хань Ли, ее выражение лица изменилось. «Хватит, Сюэр! Здесь гость!» Хотя слова мадам Лань были строгими, ее голос звучал ласково. «Гость!» Молодая девушка равнодушно взглянула на Хань Ли. «Да. Это господин даосист Хань хочет купить формулы таблеток и набор магических инструментов, которые мы недавно приобрели. Поэтому я провела его на 6-й этаж и поручаю тебе. На 5-м этаже все еще могут быть гости». С большой теплотой проговорила мадам Лань. «Вот так. Но в следующий раз, когда тетушка Лань будет свободна, составьте мне компанию», — разочарованно проговорила девушка. Мадам Лань улыбнулась в ответ и ушла. Молодая девушка смотрела ей вслед. В конце концов, она повернула голову, чтобы взглянуть на Хань Ли, и холодно заговорила: «Какие формулы таблеток вы желаете? У нас есть 8 формул, но только 2 из них полезны для культиваторов стадии заложения фундамента. Кроме того, они стоят очень дорого, несколько сотен духовных камней.
Услышав тон, с которым она с ним заговорила, Хань Ли слегка улыбнулся, вместо того, чтобы рассердиться. «Если формулы таблеток настоящие, цена не имеет значения», исключительно вежливо ответил Хань Ли. Молодая женщина была удивлена его ответом и оценила его. «Тогда, пожалуйста, подождите немного. Я позову людей, чтобы они принесли вам формулы таблеток и набор магических инструментов». Лицо молодой женщины смягчилось. Естественно, что ей следовало проявлять великодушие к гостю. Она просто достала маленький колокольчик и позвонила в него с определенным ритмом. Затем она небрежно села на стул, совершенно не обращая внимания на Хань Ли. Хань Ли немного удивился этому. Тем не менее, он также спокойно сел на стул напротив молодой женщины. Единственное, между ними было деревянный стол. Действие Хань Ли заставило молодую женщину немного нахмуриться. Хотя его поведение, очевидно, ей не понравились, она ничего не сказала. Спустя несколько минут вошла женщина-культиватор, держа в руке 2 нефритовых коробки, большую и маленькую. «Положи их туда», — равнодушно сказала молодая женщина, указывая на стол. «Как скажете, молодая госпожа». Почтительно ответила женщина-культиватор, а затем положила нефритовые коробки на стол и ушла. Глаза Хань Ли вспыхнули от удивления, когда он увидел, как женщина-культиватор уважительно относится к простой смертной. «Формулы таблеток и магические инструменты здесь. Вы можете посмотреть. Если они вам понравятся, я назову цену». Она слегка толкнула нефритовые коробки в сторону Хань Ли. Поскольку она настаивала на этом, Хань Ли действовал с абсолютной вежливостью. Он взял маленькую нефритовую коробку и снял крышку, увидев красный и белый нефритовые талисманы. Хань Ли коснулся 2 нефритовых талисманов и закрыл глаза, медленно погружая в них свое духовное чутье. Когда молодая женщина увидела, что Хань Ли проверял формулы таблеток, она достала тонкую белую книгу и спокойно начала читать ее. Спустя промежуток времени, который понадобился, чтобы выпить кружку чая, Хань Ли вернул свое духовное чутье и погрузился в раздумья. Одна из формул была похожа на таблетки накопления духовной ци, которую Лэй Ваньхэ ранее дал ему. Это было совершенно бесполезно для него. Что касается другой, то это была не древняя формула таблеток. Она предназначалась для таблетки, которая называлась пилюля истинной сущности. Помимо требуемого возраста используемых ингредиентов, ее было довольно легко усовершенствовать. Она была очень удобна в использовании. Тем не менее, стоимость этой формулы таблетки была неожиданно в несколько раз больше, чем формулы таблетки накопления духовной ци. Даже Хань Ли понимал разницу в стоимости между древними формулами и обычными формулами, которые в настоящее время использовались повсеместно в мире культивации. С этой мыслью Хань Ли отложил эту коробку в сторону с равнодушным выражением лица, затем он взял большую коробку и открыл ее. Магические инструменты внутри коробки ошеломили Хань Ли. В нефритовой коробке действительно был набор из 13 тонких игл, искрящихся красным светом. Каждая из игл была около дюйма в длину, но все они испускали огненно-красное сияние. «Летающие иглы», — засомневался Хань Ли. Хотя у Хань Ли был богатый опыт с магическими инструментами, он в первый раз видел такой магический инструмент, как эти летающие иглы. Он ни разу не видел, чтобы кто-то использовал нечто подобное. Когда молодая женщина услышала удивление Хань Ли, она повернулась к нему и с недовольством посмотрела на него. Затем она продолжила читать книгу, как ни в чем не бывало. В этот момент Хань Ли тщательно осматривал одну из красных игл, вращая ее в руке, не обращая внимания на недовольство молодой женщины. Естественно, он знал об этом, но не собирался подыгрывать ей. Он пристально смотрел на иглу, слегка прищурив глаза. Хотя Хань Ли еще не встречал подобных магических инструментов, он был наслышан невероятной мощи летающих игл. Он слышал, что хотя их наступательная сила немного уступала обычным магическим инструментам, сами они были очень маленькими и незаметными, что было самым подходящим оружием для засады. Таким образом, многие культиваторы нахваливали летающие иглы как секретное оружие, в результате эти летающие иглы получили неплохую репутацию в мире культивации. Естественно, было много причин, почему летающие иглы были такой редкостью. Помимо того, что для их усовершенствования использовались уникальные материалы, их было в несколько раз сложнее усовершенствовать. Кроме того, те, у кого они были, часто использовали их только в качестве последнего средства, поскольку они не желали, чтобы другие узнали о них. Вот почему Хань Ли был так удивлен тем, что у него в руках неожиданно оказался набор из 13 таких магических инструментов. «Молодая госпожа, как называется этот набор летающих игл?» Хотя Хань Ли был приятно удивлен, его выражение лица оставалось спокойным, когда он спросил это у молодой женщины. Когда молодая женщина услышала Хань Ли, она положила книгу и равнодушно сказала: «Красные теневые иглы». «Хорошо.
Я желаю купить пилюлю истинной сущности вместе с набором летающих игл. Без малейших колебаний сказал Ханли. Молодая женщина с недоверием спросила: ох, вам действительно нужен этот набор магических инструментов? А что не так? У этого набора есть какой-то недостаток или ваш уважаемый павильон не хочет его мне продавать? Ханли вскинул брови, выражая свое недовольство. Вы ошибаетесь. Хотя красные теневые иглы чрезвычайно редкий набор, мы ни в коем случае не желаем удерживать его от покупателя. Я спрашиваю об этом потому, что я должен сначала сказать вам. Этот набор летающих игл существенно отличается от обычных наборов магических инструментов. У него нет ни первичного контроллера, ни материнских частей. Если вы хотите активировать их, вы должны одновременно контролировать все 13 игл. В противном случае они будут бесполезны. Взгляд молодой женщины и тон были холодными. Я должен одновременно контролировать их. Внезапно осознал Ханли. Неудивительно, что такой редкий магический инструмент в виде летающих игл до сих пор никто не купил. У него были повышенные требования к духовному чутью. Молодая женщина продолжала без малейшего намека на шутки: верно. Ранее некоторые люди пытались купить этот набор, но они были способны контролировать менее 9 игл, поэтому им пришлось отказаться от него. Итак, значит, все 13 игл. Ханли засмеялся, а затем, взмахом руки, он поднял в воздух все 13 игл. По вспышке красного света все иглы зависли в воздухе. Красные иглы быстро вращались вокруг Ханли, превратившись в 13 красных нитей, которые трудно было разглядеть невооруженным глазом, создавав тонкую красную сетку в одно мгновение. Молодая женщина видела нечто подобное первый раз в жизни, так что ее маленький рот раскрылся от удивления. Ханли вскоре снова взмахнул рукой, возвращая красные иглы в нефритовую коробку, где они снова приняли свое изначальное состояние. Ханли с неизменным выражением лица спросил серьезным тоном: можно ли сейчас приобрести эти магические инструменты? Поскольку вы можете их использовать, я не могу возражать. Вместе с формулой пилюли истинной сущности это будет стоить 4000 духовных камней. Молодая женщина успокоилась и спокойно ответила ему. 4000 духовных камней. Ханли взглянул на молодую женщину, потирая нос. Эта цена превзошла все его ожидания. Формула таблетки стоит 1500 духовных камней. Летающие иглы — 2500. Молодая женщина незамедлительно назвала цену каждого предмета по отдельности. Честно говоря, женщина не считала, что это было слишком дорого, поскольку это были на самом деле редкие предметы в мире культивации. И если бы не поражение 3 союзных стран против дьявольского «да», они бы никогда не смогли продавать такие ценные вещи. В этот момент Ханли вдруг сел и торжественно заявил: по какой цене ваш уважаемый павильон покупает тысячелетнее духовное растение?